Часто приходится слышать о том, что много религий является проблемой человечества, поскольку, это вообще говорят те люди, которые вообще допускают, что религия – это позитивный фактор. Они говорят о том, что Бог-то один, поэтому совершенно непонятно, почему должно существовать очень много разных религий, которые ведут споры и конфликты между собой. Религиозные разногласия, они являются источником войн, всяких бед человечества и так далее. На этом основании некоторые из них переходят к отрицанию религии как таковой. Здесь хотелось бы сказать следующее. Рассуждения о том, что Бог один, на самом деле являются не совсем точными. Не то, чтобы богов было много. Конечно, богов немного, и, конечно, Бог один. Но дело в том, что откровение об этом Боге, или сознание этого Бога, или религиозный опыт по поводу этого сознания, они, конечно, фундаментально различаются. Существует дихотомия, то есть деление на два. Крупнейшее и наиболее значимое деление в религиозной и в духовной сфере, которое пролегает такой красной чертой и отделяет одно от другого. Это то, что отделяет язычество от богооткровенных религий, которые являются так называемыми религиями единобожия, монотеистическими религиями, которые восходят к Аврааму, а Авраам принадлежит к цепи пророков, которые идут к Адаму. И существует традиция, или так называемая естественная религия, о которой говорят некоторые теологи, что у человека есть естественная религия, естественная связь с Богом, которая в былые времена, она была очень такая явная, непосредственная. Человек обладал такими более острыми чувствами, более открытой духовной интуицией и непосредственно связывался с высшими эшелонами бытия. И находился в луче такого духовного присутствия. Это естественная религия, и она принадлежит к той сфере, которую называют так называемой вечной мудростью или вечной философией, perennial philosophy, которая распадается на разные традиции тоже, но эти традиции имеют общий алгоритм. Буддизм, индуизм с его очень глубокой метафизикой недвойственности, неоплатонизм, который пропитал собой все от, учения христианских великих отцов церкви до суфизма, и оказал влияние практически на все такие доктрины к западу от Урала. Зороастризм, митраизм, то, что вошло в подкорку западного человека вопреки христианству и повлияло на его религиозное мировоззрение. Это все доктрины, которые относятся к язычеству. А с другой стороны, доктрины, которые принесены в мир пророками. Причем эти пророки принадлежат к цепи такой, можно сказать, единой родственной цепи. От Адама к Ною, от Ноя к Аврааму, от Авраама к Моисею, от Моисея к Христу. И вторая линия от Авраама через Исмаила к Мухаммаду. Религии, связанные с откровением пророков, они основаны на принципиально другом видении, другом понимании реальности, понимании духа, понимании человека и так далее. Самое общее, что можно сказать, что религии языческие, они все восходят к метафизическому монизму, то есть к концепции единства бытия, которое на самом деле во всех своих эшелонах, в том числе и самых верхних, погруженных в непроницаемую тьму для обычного человека, тем не менее они все связаны, как первая ступенька лестницы, она связана с самой высокой площадкой наверху, потому что насколько бы она ни превышала низ, все равно к ней ведет целая серия ступенек. То есть это некая
единое пространство. Ну, верх может быть скрыт непроглядно, может быть погружен в облака, в ночь, а низ может быть там освещен и так далее. Но все равно ты ставишь на первую ступеньку, и ты можешь пройти до последней. Что касается религии откровения, они основаны на том, что Бог, как личность, как Творец, является абсолютно, уникально и непостижимо противоположен всему, что есть, которое, все, что есть, является, естественно, его творением, его производным от его воли, которая возникла и существует в соответствии с неким его замыслом. То есть все сущее, абсолютно все сущее, есть некий проект. В Коране говорится, что Аллах ничего не создает понапрасну. И все вписано в некий метасценарий, колоссальный сценарий, где практически учтены все нюансы и все детали всех индивидуальных ролей, но при этом носитель этой мысли, он также отделен от всего сущего, как скульптор отделен от своей скульптуры. Религия подчеркивает, что разница между Творцом и тварью, между Творцом и сущим, она гораздо больше, чем разница между живым скульптором и мертвой скульптурой, которую он сделал. То есть дистанция гораздо больше. Для нас Творец – это непроницаемая тайна, которая дается нам только в откровении. Мы не можем с точки зрения авраамической религии путем созерцания, путем аскезы, путем каких-то усилий или добрых дел выйти на контакт, постичь Творца иначе, чем приняв Его в том виде, в каком Его приносят нам пророки, которые избраны этой непостижимой тайной специально для того, чтобы послать их в мир и апеллировать к нам. Но спрашивается, а зачем Богу, который так далек, апеллировать к человечеству, которое Он создал? И почему Он его создал так, что к нему надо апеллировать? Ну, во-первых, согласно исламскому преданию, которое, кстати говоря, совпадает с иудейской традицией, когда Адам создавался, как глиняная кукла, Всевышний вложил в него частицу Божьего Духа, Святого Духа, который образовал в Адаме как бы вот центр такого духовного парадоксального присутствия, которое абсолютно отличает его именно этим моментом от всей остальной твари. И поэтому, когда сатане было сказано поклониться Адаму, и тот, возгордившись, сказал: «Я-то ведь первое существо в творении, ты создал меня из огня, его из глины», он не знал, что внутри Адама жил вот этот вот свет этой частицы Духа Божьего, который вложен в эту глиняную куклу. То есть она была ему не видна и как бы не очевидна, и поэтому он отказался поклониться и ослушался. Интерес в том, что Адам был первым пророком. Он был послан, многие считают, что Адам был предком человечества, основоположником человечества, его праотцем. Это верно только в духовном смысле. Потому что когда Адам был послан к людям в качестве пророка, люди уже были, это были люди Золотого века. Они не испытывали никаких проблем со средой, они обладали сверхъестественными способностями, они были телепатами, они не нуждались в языке, у них не было конфликта с стихиями, и у них как бы было ощущение земного рая. Когда появился Адам, он появился как носитель вот этой частицы Святого Духа, которая создавала внутри него самого раскол, ощущение колоссальной проблемности, раздвоенности, потому что эта частица Святого Духа, частица Духа Божьего в глине, она является полюсом оппозиции к сущему. Она внутри него создавала вот эту точку оппозиции. И благодаря этому он получил от Всевышнего язык, то есть знание имен по поводу всего сущего, что он, собственно, и принес людям. И после этого возник глубочайший конфликт. Исчез Золотой век.
рухнуло ощущение единения с природой. И люди стали испытывать необходимость в защите и тоску по тому прекрасному, блаженному первоначальному состоянию. Из этого возникло два направления. Одно направление – это как бы сторонники Адама и его миссии, а другое направление – это те, кто были возмущены функцией Адама, его миссией и посланничеством как пророка, который кончил Золотой век, и они посвятили все свои духовные усилия, или то, что у них служило как духовные усилия, они посвятили тому, чтобы стараться вернуться в то состояние, из которого он их изгнал, то есть в Золотой век. Вот те, кто стремятся вернуться в Золотой век, те, кто сохранили традицию памяти о Золотом веке, те, кто сохранили концепцию единства человека со средой, это носители языческой метафизики, которая может быть очень изощренной. И греческая философия относится тоже к этому. А вот те, кто являются сторонниками миссии Адама, которая расколола бытие и благодаря вот этой функции пророчества напомнила о тайне, существующей за пределами бытия, те представители монотеистической традиции. Но она настолько парадоксальна, и она настолько идет против шерсти для человеческих существ, что перманентно нужно посылать пророков, которые перманентно, опять-таки, входят в клинч с существующим обществом, с его режимом, с его статус-кво и занимаются обличением. Как мы помним, Авраам был против вавилонского царя и вавилонской монархии, Моисей был против египетской монархии, против фараона, и Иисус был против Рима, который владел Иудеей как своей провинцией. А Мухаммад бросил вызов вообще всему сущему на тот момент, то есть Византии и Ирану, которые были двумя сверхдержавами его времени. Таким образом, религия, монотеизм, является подкладкой и основой всех социальных революционных течений. За всеми революционными течениями Европы стоит, естественно, та или иная версия радикального христианства. Точно так же ислам выступает на самом деле тоже как база социального восстания против пирамидальной системы власти. Так что при всем разговоре о единстве Бога мы должны понимать, что язычники и монотеисты в качестве этого единого Бога имеют абсолютно разные ориентиры и векторы. И два этих вектора, они абсолютно несовместимы.